Добрый день, мои хорошие! Вы на канале Светланы Лосевой, и это канал о вязании. Сегодня я хочу вам предложить связать вот такой замечательный ажурный жакет узором с вертикальными полосочками, который будет очень хорошо подчеркивать стройность вашей фигуры, да, то есть зрительно как бы ее стройнить. Узор довольно простой, вяжется в высоту всего 4 ряда, как видите. И, в общем-то, его можно порекомендовать девочкам, которые среднего уровня мастерства, скажем так, да. Интересный узор, вяжется на одном дыхании. Сам жакетик будет сегодня с описаниями с 42 размера по 52 размер. У меня будет составлено описание, выложено под видео, девочки. Сейчас мы с вами выберем пряжу, рассчитаем плотность после того, как свяжем образец. И конкретно для данной плотности составлю я описание. Здесь довольно интересная выкройка трапеции, поэтому я, наверное, вам объяснять, как это сделать, расчет не стану. В данном мастер-классе слишком долго и много времени займет. Как сделать самостоятельно расчет вязаного изделия, ссылочка будет под видео. У меня есть мастер-класс конкретно на данную тему. Вот. Ну а все описание вязания данного жакетика я выложу под видео для вашего удобства, чтобы вы там все подробнейшим образом последовательно описано, как вязать. Итак, мои хорошие, приступаем к выбору пряжи. Дорогие рукодельницы, я очень рада, что вы зашли на мой канал. Если вы впервые на моем канале, пожалуйста, не забудьте подписаться. На моем канале много интересных мастер-классов по вязанию спицами и крючком, и их будет еще больше. Вы будете узнавать о новинках моего канала сразу же. Не забудьте поставить лайк под видео, это поднятый вверх пальчик. Ваши лайки повышают рейтинг видео, и это не пустые слова. И к тому же, так видео попадает в вашу папочку понравившихся, и вы никогда его больше не потеряете. Для вязания этого красивого жакета я выбрала пряжу Alize Cotton Gold, турецкая пряжа, 100 грамм 330 метров. Цвет мы будем использовать 493, такой цвет шоколадный. Состав это 55% хлопок, 45% акрил. Вот, очень приятная, хорошей скруточки пряжа. Недавно ее рекомендую. 3,5 мы будем использовать спицы. И наш узор выглядит следующим образом. Вот таким образом выглядит узорчик. Здесь 2 раппорта у меня связаны в ширину. Девочки, узор крайне простой. Честно вам скажу, крайне простой узор. Обратите внимание. Всего 4 ряда у нас повторяется в высоту и 13 петель в ширину повторяются. Такие очень простые косички, незамысловатые, в принципе. Вязать приятно, уютно, не испытываешь дискомфорта. В общем, очень простой узор. Итак, и к тому же, видите, направление у нас идет вертикальные узоры, да, вот эти полосочки вяжутся вертикальные, что зрительно стройнит фигуру. Сейчас мы с вами посмотрим схему узора и далее детально про описание. Схема узора у нас выглядит вот таким образом. 4 ряда в высоту, девочки. Раппорт узора выделен, как вы видите, вот циферкой МС, да.
Это раппорт узора, и, в общем-то, это 13 петель у нас. Будем вязать с вами образец сегодня, и вы все поймете про условные обозначения, девочки. Смотрите, перекрещиваем с вами, значит, направо 3 петли, перекрещиваем налево 3 петли. Первая петля у нас будет перед работой, 2 за работой. Затем это 2 вместе лицевой с наклоном вправо, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Этот знак. Подковка – это накид. Ну и, соответственно, вертикальная черточка – это лицевая петля, горизонтальная изнаночная петля. Так, вот такие вот условные обозначения, очень простые. Так, теперь дальше. Выкройка. У нас есть вот такая с вами, девочки, выкройка. Она составлена на 42, 44, 46, 48 размер. Я добавила в своем описании размерчик побольше, на 50, 52 еще будет. Делайте скрин, кому нужно выкройки, пожалуйста. Ну и наше описание, которое всегда у меня присутствует в мастер-классах. Вот оно. Вот так выглядит, девочки. Я его зачитывать, естественно, не стану. Размер я уже озвучила, да. Все попетельное описание, вся последовательность действий наших привязаний здесь есть. Поэтому, я думаю, вы прочитаете. И здесь, в общем-то, нет ничего сложного. Все как обычно. Не рекомендую начинающим вязальщицам связываться с такой моделью. Все-таки здесь нужен средний уровень мастерства. Вот. Ну и дальше... Сейчас мы с вами будем вязать образец узора из конкретной пряжи, да, вы уже поняли, и будем делать расчет плотности. Плотность мы будем по горизонтали считать, по вертикали считать. Вот, и хотела бы я заострить внимание про вертикальную плотность, девочки, пожалуйста, не игнорируйте ее, обязательно ее используйте в своих работах. Узор, который мы будем сегодня с вами вязать, состоит всего из 4 рядов, девочки, и 13 петель у него ширина. Я связала 2 раппорта. Здесь есть такая особенность, что мы должны для симметрии добавить 2 изнаночные справа и еще должны добавить 6 петель, вот так вот, как за схемой. Крайние будут, то есть нужное количество раппортов вяжется по центру. И все это начинается с 2 изнаночных и заканчивается вот этими 6 петельками по схеме. Я для образца набрала 36 петель, то есть 2 раппорта. Вы можете набрать 13 петель, значит, плюс 8 и 2 кромочные. Сколько там, посчитайте сами. То есть 1 раппорт вязать. Я буду показывать, девочки, как вязать 1 раппорт. Начинаем с вами с первого ряда. Первая кромочная у нас снимается, и вяжем 2 изнаночные. Это то, что я говорила, перед раппортами вяжется. И теперь вяжется раппорт узора. Лицевая, перекрещиваем 3 петли налево. 3 петли я снимаю для этого на правую спицу. Первая петля у меня перед работой. Вот так я ее, видите, выделила. На левую, кончиком левой спицы поддела, высвободила те, которые у меня 2 за работой, аккуратно пересняла их и перекрестила, снова вернув с помощью правой спицы на левую. Видите? У меня получилась первая петля, вот так ушла, стала 3-й. И вяжем все 3 лицевой. Связали. Дальше опять идут 2 изнаночные, дальше 2 лицевые, накид, лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные, раппорт связали. Далее вяжется второй раппорт, если вы вяжете как я, или вяжем за раппортом. Я сейчас провяжу все-таки этот раппорт второй, поскольку я его вяжу. За раппортом еще 6 петель у нас вяжется, крайне левые. Значит, я вяжу второй раппорт. Снова лицевая, перекрещиваем 3 петли налево. Вяжем их лицевыми.
затем 2 изнаночные, 2 лицевые, накид лицевая, 2 вместе лицевой с наклоном влево, 2 изнаночные. Связали второй раппорт и 6 петель за раппортом вяжем. Лицевая, перекрещиваем 3 петли налево. Первая у нас перед работой, 2 за работой, и вяжем все 3 лицевыми. И далее идут 2 изнаночные и кромочные тоже изнаночные. Связали. Переворачиваем второй ряд и 4-й ряд, то есть все четные изнаночные ряды мы вяжем, как смотрят петли, накиды вяжем изнаночными. Я показывать этот ряд не буду, самостоятельно. 3-й ряд. 2 петли перед раппортом, 2 изнаночные. Начинаем вязать раппорт узор. Перекрещиваем 3 петли первые направо. Таким образом, что у меня первые 2 петли за работой, 3-я перед работой. И все 3 вяжем лицевыми. Далее идет 1 лицевая петля, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая накид, 2 лицевые, 2 изнаночные. Раппорт связали. Точно такой же раппорт повторяем. Давайте я все-таки его тоже повторю, поскольку здесь недолго. Перекрещиваем 3 петли направо. Первая перед работой, первые 2 за работой, 3-я перед работой. 1 лицевая, 2 изнаночные, 2 вместе лицевой с наклоном вправо, лицевая накид, 2 лицевые и 2 изнаночные. Связали второй раппорт. И 6 петель крайне левые, которые вяжутся всегда после раппортов всех для симметрии. Перекрещиваем 3 петли направо. Первые 2 за работой, 3-я поверх накидывается, вяжем все 3 лицевыми, затем вяжется просто лицевая петля и 2 изнаночные, кромочные тоже изнаночные. 4-й ряд вяжем, как смотрят петли. На этом раппорт наш заканчивается, как я уже говорила, 4 ряда всего. Повтор идет с 1-го ряда у нас по схеме. Вот, и в общем с 1 по 4 повторяем этот узор. Вот так он у нас выглядит. Я уже много здесь раз связала этот раппорт в высоту. Сейчас наша задача сделать влажную тепловую обработку образца и измерить плотность. Делаем влажную тепловую обработку с помощью горячего пара. Обдаем паром и вытягиваем наше вязаное полотно. Обращаем внимание на крайние петли. Поскольку они у нас тоже участвуют, их надо выпрямить. Они у нас в расчете участвуют. Все. Пусть сохнет наш образец. Теперь наша задача, после того, как образец высох, измерить плотность вязания. Девочки, для этого я прикладываю линейку и измеряю ширину полотна. У меня получается 17,5 сантиметров. В образце участвует 36 петель. Мы 36 поделим на 17,5 сантиметров. Получается вот такая циферка 2. Запишем, что в 1 сантиметре у нас с вами, ну, собственно, 2 петли, да? Далее измеряем с вами высоту. Высота наша 12,5 сантиметров. И нам необходимо посчитать, сколько рядов. Получилось 28 рядов. У меня 7 раппортов по 4 ряда. И получается 28 поделить на 12,5 сантиметров. Получается плотность вот такая, 2,24. Да? Ну, будем точны, напишем в 1 сантиметре 2,2 ряда. Ну, как бы вот так вот у нас получается округление. Сейчас посмотрим по выкройке
как, сколько петель набирать, то есть будем конструктивный расчет делать.